Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами Мирослава. Сегодня тема видеоурока декор на стекле, а именно мы займемся обратным декупажем и на стеклянной тарелке. Из обычной стеклянной тарелки мы сделаем нарядное блюдо к праздникам. Сегодня в работе я буду использовать стеклянную тарелку, декупажную карту, поталь, акриловые краски. Весь материал, как всегда, ниже под видео в описании. В самом начале вам необходимо обезжирить стеклянную поверхность, а именно протереть ее, вымыть прежде всего, и протереть спиртосодержащим раствором. Я протирала просто спиртом. Далее декупажную карту, ее необходимо вырезать. Так, получилась такая красивая круглая картинка, но для того, чтобы она хорошо выглядела на стекле, вот все края, которые ровно мы отрезали, я сейчас немножечко буду отрывать, чтобы были мягкие переходы, потому что на стекле все это сильно видно, и дабы работа выглядела более красиво, мы сейчас с помощью воды и рук немножечко сделаем, даже можно взять кисточку. Кисточка чуть-чуть так. И прям пальцами слегка отрываем. Такие неровные краешки. При наклеивании они будут более приятно ложиться, не будет резких переходов на поверхности. Сейчас необходимо увлажнить всю поверхность хорошенько. Обратной стороны. Непосредственно на стекло наносим декупажный клей, клей для декупажа. Старайтесь наносить ровно, убирать такие явные следы от кисточки. Берем карту. Переворачиваем, смотрим, нравится ли вам, как вы ее приклеили, ровно легла. Если вас все устраивает, значит, хорошо. Надо пройтись все места от середины к краям. Не забывайте, убирайте хорошо лишний воздух из-под бумаги. Можно салфеткой себе помочь, хорошо пройтись еще раз. И затем поверху еще раз декупажным клеем. Принцип тот же, от середины к краям, хорошо придавливайте. Сейчас необходимо влажной салфеткой и бумажной очистить
от клея поверхность стеклянную. Поверхность очищена, и сейчас надо хорошо ее просушить. Однокомпонентный кракелюрный лак вам сейчас понадобится, или одношаговый. С помощью кисточки наносим кракелюр где-то плотнее, вот по-разному, где-то еле-еле. Заходим на бумагу, не боимся этого. После того, как нанесли кракелюр, надо оставить до высыхания. Лак должен схватиться на поверхности. Ну, от получаса до часа, все зависит от температуры в вашей комнате. И проверяем на отлип, как обычно. Кракелюр высох до необходимого состояния. То есть, дотрагиваясь, да, немножко прилипает пальчик к поверхности. Вот это и нужное состояние. На губку белую краску я буду использовать. Работать буду губкой. И вот таким образом покрываем поверхность. Так, поверхность покрыла. И сейчас смотрите, чтобы усилить трещины, можно и нужно воспользоваться. Они и так появятся. Но чтобы их усилить, они более такие выраженные, насыщенные были, горячим воздухом фена. Ну вот как хорошо сразу видны трещины. Вот какой красивый эффект получается уже. Но это еще не все. Мы закроем обратную сторону по талию. Будет более нарядное блюдо, у нас тарелка, да. Но прежде чем работать по талию, я покрою всю поверхность лаком. Оставлю, пусть хорошо высохнет все, и покрою лаком. После того, как поверхность покрыта лаком, ее необходимо хорошо высушить. После того, как лак на поверхности высох, берем клей для золочения и покрываем полностью всю поверхность. Поверхность покрыта, как обычно, ждем высыхания на отлип. Опять-таки от получаса до часа. Клей для золочения подсох так, как следует, видите, на отлип. Чувствуется. Я буду использовать далее листовую поталь серебряную. Тут прямо ее так беру. Здесь особо никаких. Прикладываю. С помощью кисти или с помощью, не знаю, какой-то мягкой салфетки вы можете себе помогать в этом. Приглаживаю просто на поверхности. Внахлёст старайтесь прикладывать, внахлёст, чтобы у вас не было этих стыков ненужных.
Остатки не выбрасывайте. Если они не пригодятся вам в этой работе, в следующей обязательно можно найти применение остатков по талии. Так, ну и посмотрите, какая красивая, нарядная, да, уже получилась. Замечательная. Так, чтобы завершить работу, убираем все остатки по талии, да, вот с краев с помощью кисти или с помощью мягкой ткани. И всю поверхность вначале покроем шелаком. Так, покрыла я шелаком. Что дает шелак? Он не дает по талии окислиться, это во-первых. Во-вторых, еще с помощью этого лака вы убираете все шероховатости. По талии оставляет после себя такие мелкие частицы. И вот все частички убираются, и поверхность становится идеально ровной, готовая к покрытию, чтобы ее покрыть лаком. Прежде чем покрыть лаком, мы хорошо высушим шелак. Защитным слоем лака покрыла я поверхность и полностью сушу. Хорошо высушить надо. Лак высох, и сейчас с помощью жидкой потали я пройдусь по ободку тарелки, да, более завершенный вид, что ли, будет у нее. И также я пройдусь по талию маленькую прям серединку, дабы усилить насыщенность картинки, чтобы она еще ярче сияла. Так, приступим сейчас. Вот просто по краю. Ее явно видно не будет, но сама тарелка, блюдо, как вам угодно, получилось нежное, такое весеннее, праздничное. Я не хочу делать каких-то грубых моментов, темных. Хочу, чтобы она осталась такая нежная, воздушная. Но опять-таки по вашему желанию. Хотите, подберите или другой цвет по талии. Сейчас очень большой выбор жидкой по талии. Возьмите краску, да, краской более темной выделите. Ну, вот в моем случае я как-то вижу так это. Периодически взбалтывайте поталь, потому что пигмент вниз опускается и уже не тот эффект. Подошел к завершению видеоурок. На этом видеоуроке, на этом мастер-классе я сделала нарядное блюдо, нарядную тарелку, как вам угодно. И вы смогли убедиться, что с помощью самых обычных техник, несложных совсем, с помощью обычных материалов можно из обычной стеклянной тарелки сделать праздничное нарядное блюдо. Засервировать стол, порадовать гостей, удивить, порадовать себя, добавить себе праздничного настроения благодаря этому. Еще хотела обратить ваше внимание, посмотрите, как хорошо на стекле кракелюр работает с поталью. Сразу вид такой красивый, праздничный, да, как все сияет. Хорошо, просто замечательно, мне очень нравится. Картинка какая нежная. Хочу вам напомнить, что декупажных карт по теме Пасхи осталось совсем немного, поэтому торопитесь, не откладывайте. Если вам они необходимы, приобретайте, еще выбор есть.
Дорогие рукодельницы, творческие феи, напоминаю вам подписываться на наш канал «Колыбель искусства», ставить свои лайки, оставляйте комментарии. Мне всегда очень приятно их читать, отвечать на них. И полное описание, еще раз напоминаю, под видео. И до скорых встреч. Всего вам доброго и давайте творить вместе.